Привет, кинолюбители! Сегодня мы отправляемся в эпоху, где каждый шаг мог стоить жизни, а судьбы империй решались ударом меча. Это не просто путешествие в прошлое, это погружение в мир, где честь была дороже золота, а предательство скрывалось за каждым углом. И, конечно, если вы так же, как и я, любите большое кино, подписывайтесь на канал, ставьте лайк и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Король вне закона. Когда корона проклятие, а предательство начинается у трона. Фильм повествует о Роберте Брюсе, шотландском дворянине, который после поражения шотландцев в битве при Фолкерке и смерти Уильяма Уоллеса объявляет себя королем Шотландии и начинает борьбу за независимость против английского короля Эдуарда I. Сюжет охватывает период от 1304 до 1307 года, включая битву при Лаудонхилле. Это история о том, как человек, не желавший власти, был вынужден взять на себя бремя лидерства, чтобы спасти свой народ от порабощения. Мы увидим его путь от изгнанника до национального героя, который, несмотря на все трудности и потери, не сломился под давлением обстоятельств. Роберт Брюс, которого блестяще сыграл Крис Пайн, не святой, но именно поэтому он стал королем. Он показан как человек, который вынужден принимать тяжелые решения и идти на жертвы ради свободы своего народа. Его внутренняя борьба, его сомнения и решимость делают его невероятно живым и убедительным персонажем. Это не идеализированный герой, а реальный человек со своими слабостями и сильными сторонами. В главной роли Крис Пайн, известный по фильмам «Звездный путь», где он сыграл капитана Кирка. Также в фильме снялись Аарон Теллер-Джонсон в роли верного соратника Джеймса Дугласа и Флоренс Пью в роли Елизаветы де Бургh, жены Роберта Брюса, которая поддерживает его в самые трудные моменты. Актерский состав прекрасно передает сложность и многогранность своих персонажей. Фильм заставит вас задуматься, на что готов человек ради свободы и как тяжело быть лидером в условиях войны. Это история о мужестве, самопожертвовании и непоколебимой вере в свои идеалы. Вы почувствуете себя частью этой эпической борьбы, переживая каждый момент вместе с героями. Это не легенда. Это цена независимости. Если «Король вне закона» показал нам борьбу за независимость, то следующий фильм перенесет нас в мир, где судьба целого королевства висит на волоске, а древние пророчества сбываются. Приготовьтесь к продолжению эпической саги в фильме «Семь королей должны умереть». Когда судьба целого королевства висит на волоске, а древние пророчества сбываются, фильм является продолжением популярного сериала «Последнее королевство» и рассказывает о событиях, разворачивающихся после смерти короля Эдуарда. Главный герой, Утрат Бембамбургский, отправляется в опасное путешествие по раздробленному королевству, чтобы исполнить свою давнюю мечту — объединить Англию. Сюжет охватывает период до решающей битвы при Брунанбурге в 937 году, где Утрат, несмотря на смертельную рану, берет клятву с короля Этельстона, что тот сделает своим наследником единокровного брата Эдмунда. Это история о верности, предательстве и борьбе за единую Англию. Ключевой герой — Утрат Бембамбургский, которого вновь сыграл Александр Дрейман. Это знатный сакс, воспитанный норвежским ярлом. Он на протяжении всей своей жизни участвует во всех ключевых событиях, связанных с объединением Англии. Утрат показан как воин, который, несмотря на возраст и многочисленные раны, остается верен своим принципам и борется за будущее своей страны. Его внутренняя сила и непоколебимая воля делают его настоящим героем, способным вдохновлять других. В главной роли, как и в сериале, Александр Дрейман. Его игра придает Утраду глубину и харизму. Также в фильме снялись Марк Роули в роли верного Фина и Арнос Федоровейчус в роли Ситрика, которые составляют неразлучную команду с Утрадом. Актерский состав прекрасно передает дух эпохи и сложные взаимоотношения между персонажами. Фильм позволит окунуться в мир раннесредневековой Англии, стать свидетелем борьбы за объединение страны и задуматься о цене свободы и верности.
Это история о том, как личные амбиции переплетаются с судьбой целого народа, и как один человек может повлиять на ход истории. Вы будете переживать за героев, радоваться их победам и скорбеть о потерях. Это не просто история, это битва за душу Англии. От масштабных битв за королевство перенесемся к более личному, но не менее драматичному противостоянию. Следующий фильм «Последняя дуэль» покажет нам, как в мире, где ценится честь выше жизни, а правда имеет три стороны, разворачивается история, которая навсегда изменила представление о справедливости. Фильм основан на реальных событиях и рассказывает о последней официально санкционированной судебной дуэли во Франции в 1386 году. Сюжет представлен с трех разных точек зрения: Жана де Каружа, его оруженосца Жака Легри и жены Жана, Маргариты де Каруж. Маргарита обвиняет Легри в изнасиловании, что приводит к судебному поединку между двумя мужчинами, где исход битвы определит не только их судьбу, но и судьбу Маргариты. Это глубокое исследование того, как разные люди воспринимают одни и те же события, и как личные предубеждения могут искажать истину. Ключевой герой – Маргарита де Каруж, которую блестяще сыграла Джоди Комер. Женщина, чье обвинение в изнасиловании приводит к последней судебной дуэли во Франции. Ее история – это борьба за правду и справедливость в мире, где женский голос не имеет веса. Она является символом стойкости и мужества, осмелившейся бросить вызов патриархальному обществу. В главных ролях Мэтт Дэймон в роли Жана де Каружа, Адам Драйвер в роли Жака Легри и Джоди Комер в роли Маргариты де Каруж. Также в фильме снялся Бен Аффлек. Актерский состав демонстрирует выдающуюся игру, позволяя зрителям глубоко погрузиться в переживания каждого персонажа и увидеть события их глазами. Режиссер Ридли Скотт, известный по таким фильмам, как «Гладиатор» и «Царство небесное», создает эпическое историческое полотно, исследуя темы правды, чести и справедливости. Фильм отличается нелинейным повествованием, показывая события с разных точек зрения, что позволяет зрителю глубже погрузиться в историю и понять мотивы каждого персонажа. Это не просто историческая драма, а мощное высказывание о социальной несправедливости и поиске истины. Фильм заставит задуматься о природе правды, о том, как по-разному люди воспринимают одни и те же события, и о смелости отстаивать свою честь. Вы будете анализировать каждый эпизод, пытаясь понять, где же кроется истина, и сопереживать героям, оказавшимся в ловушке обстоятельств. Это не просто дуэль, это битва за правду. От личной драмы и поиска истины перенесемся к истории о становлении великого правителя. Следующий фильм «Король Англии» покажет нам, как юный принц, не желавший власти, был вынужден принять бремя короны и изменить ход истории. От распутного принца до великого короля. История о том, как юный Генрих V принял бремя власти и изменил ход истории. Фильм основан на хрониках Уильяма Шекспира и рассказывает о молодом принце Хале, который после смерти отца, Генриха IV, становится королем Генрихом V. Ему предстоит унаследовать хаос и разруху, оставленные отцом, и принять сложные решения относительно войны с Францией. Фильм показывает его трансформацию из беззаботного юноши в мудрого и решительного правителя, кульминацией которой становится битва при Азинкуре. Это история взросления, о принятии ответственности и о том, как личные качества могут повлиять на судьбу целой нации. Ключевой герой Генрих V, которого сыграл Тимоти Шаломе, это молодой принц, который вынужден отказаться от своей прежней жизни и принять на себя ответственность за судьбу Англии. Он показан как сложный и противоречивый персонаж, который учится быть королем, совершая ошибки и принимая трудные решения. Его путь — это путь от беззаботного бунтаря до мудрого и справедливого монарха, способного объединить свой народ. В главной роли Тимоти Шаломе, чья игра придает Генриху V глубину и многогранность. Также в фильме снялись Джоэл Эдгертон в роли Фальстафа, Роберт Паттинсон в роли дофина Людовика и Бен Мендельсон в роли Генриха IV. Актерский состав прекрасно передает сложные взаимоотношения между персонажами и их внутренние конфликты. Фильм позволит окунуться в мир средневековой Англии, понять сложности королевской власти и задуматься о цене мира и войны.
Вы увидите, как формировался один из величайших королей Англии и как его личные качества повлияли на ход истории. Это история о том, что истинное лидерство — это не только сила, но и мудрость, и способность принимать трудные решения. От борьбы за трон и объединения королевства перенесемся в мир, где вера сталкивается с реальностью, а честь дороже жизни. Следующий фильм «Царство небесное» покажет нам историю о крестовых походах, о поисках смысла и о том, как один человек может изменить судьбу целого города. В эпоху крестовых походов, когда вера сталкивается с реальностью, а честь дороже жизни. Фильм рассказывает историю Балиена из Ибелина, французского кузнеца, который после личной трагедии отправляется в Иерусалим во времена крестовых походов. Там он становится рыцарем и защитником города, пытаясь сохранить мир между христианами и мусульманами. Сюжет охватывает период перед Третьим крестовым походом и осаду Иерусалима Саладином. Это история о том, как человек, потерявший все, находит новый смысл жизни в служении другим и защите идеалов. Балиен из Ибелина, которого сыграл Орландо Блум, кузнец, который становится рыцарем и защитником Иерусалима. Он показан как человек чести, который стремится к миру и справедливости, несмотря на религиозные и политические конфликты. Его путь — это путь от отчаяния к обретению цели, от личной трагедии к служению высшим идеалам. Он не просто воин, а философ, который пытается найти гуманность в жестоком мире. В главной роли Орландо Блум, чья игра передает внутреннюю борьбу и благородство Балиена. Также в фильме снялись Ева Грин в роли Сибиллы, Лиам Нилсон в роли Готфрида и Эдвард Нортон в роли короля Балдуина IV, чье появление на экране всегда производит сильное впечатление, несмотря на то, что его лицо скрыто маской. Актерский состав создает убедительные и запоминающиеся образы. Фильм позволит окунуться в мир крестовых походов, задуматься о природе веры и конфликтов, а также о том, что истинная честь проявляется в защите слабых и стремлении к миру. Вы будете переживать за судьбу Иерусалима и его защитников, а также размышлять о вечных вопросах добра и зла, верности и предательства. Защити не камень, а людей. От священных войн и защиты веры перенесемся в Шервудский лес, где легенда о благородном разбойнике живет веками. Следующий фильм «Робин Гуд» 2010 года покажет нам, как простой лучник стал символом сопротивления и надежды для угнетенных. Когда легенда рождается из пепла войны, а справедливость становится оружием. Фильм представляет собой переосмысление истории Робина Гуда, показывая его происхождение как лучника в армии Ричарда «Львиное сердце». После смерти короля Ричарда Робин возвращается в Англию и становится свидетелем коррупции и тирании нового шерифа Ноттингема. Он собирает вокруг себя группу единомышленников и начинает борьбу за справедливость, защищая угнетенных и бросая вызов власти. Это история о том, как простой человек, столкнувшись с несправедливостью, становится символом сопротивления и надежды для своего народа. Робин Лонгстрайд, которого сыграл Рассел Кроу, лучник, который становится Робин Гудом. Он показан как опытный воин, который, разочаровавшись в войне, находит новую цель в борьбе за свой народ. Его путь — это путь от простого солдата до символа сопротивления, который не боится бросить вызов сильным мира сего. Он не идеализированный герой, а человек со своими сомнениями и слабостями, что делает его более реалистичным и близким зрителю. В фильме в главной роли Рассел Кроу, чья харизма и актерское мастерство придают Робину Гуду особую глубину. Также в фильме снялись Кейт Бланшетт в роли Мэрион Лонгли, сильной и независимой женщины, и Марк Стронг в роли сэра Готфри, главного антагониста. Актерский состав прекрасно передает сложные взаимоотношения между персонажами и их внутренние конфликты. Фильм позволит по-новому взглянуть на известную легенду, задуматься о природе власти и справедливости, а также о том, как один человек может изменить ход истории. Вы увидите, как простой лучник становится героем, вдохновляющим свой народ на борьбу за свободу. Это история о том, что даже в самые темные времена есть место для надежды и сопротивления. Не каждый герой носит корону. Иногда он носит капюшон.
От легенды о Робине Гуде перенесемся к еще одной эпической истории, где меч и магия переплетаются с судьбой великого короля. Следующий фильм «Меч короля Артура» покажет нам, как юный Артур, не зная о своем королевском происхождении, был вынужден принять свою судьбу и возглавить восстание против тирании. Когда улицы становятся твоим домом, а судьба зовет к трону, о котором ты никогда не знал. Фильм представляет собой смелую интерпретацию легенды о короле Артуре. Молодой Артур, не зная о своем королевском происхождении, вырос на улицах Лондиниума. После того, как он случайно вытаскивает меч Экскалибур из камня, ему приходится столкнуться со своим дядей Вортигерным, который узурпировал трон и убил его родителей. Артур должен принять свою судьбу и возглавить восстание против тирании. Это история о том, как человек, лишенный всего, находит в себе силы бороться за свое законное место и за свободу своего народа. Артур, которого сыграл Чарли Ханнам, уличный парень, который вынужден принять свою королевскую судьбу. Он показан как сильный, но сомневающийся герой, который постепенно осознает свою истинную силу и предназначение. Его путь — это путь от мелкого преступника до легендарного короля, который объединяет свой народ против общего врага. Он не идеализированный герой, а человек со своими недостатками, что делает его более реалистичным и близким зрителю. В главной роли Чарли Ханнам, чья физическая форма и харизма идеально подходят для роли Артура. Также в фильме снялись Джуд Лоу в роли Вортигерна, главного антагониста, Астрид Берже Фрисби в роли мага, загадочной и могущественной волшебницы, и Джимон Хонсу в роли сэра Бедивера, верного соратника Артура. Актерский состав прекрасно передает динамику отношений между персонажами и их внутренние конфликты. Фильм подарит захватывающее приключение, полное магии, сражений и неожиданных поворотов, а также заставит задуматься о природе лидерства и борьбе за свободу. Вы увидите, как простой парень становится королем и как его сила духа может изменить мир. Это история о том, что даже в самых безнадежных ситуациях можно найти силы для борьбы и победы. Меч выбирает короля, но король выбирает свою судьбу. От легенд о короле Артуре перенесемся к истории о настоящем герое, который вдохновил целый народ на борьбу за свободу. Следующий фильм «Храброе сердце» покажет нам, как один человек может изменить ход истории и стать символом сопротивления. Когда свобода становится единственной целью, а каждый вздох — это вызов тирании. Фильм рассказывает историю Уильяма Уоллеса, шотландского национального героя, который возглавил борьбу своего народа за независимость против английского господства в конце XIII века. После трагической гибели своей возлюбленной от рук английских солдат, Уоллес поднимает восстание и ведет шотландцев в кровопролитные битвы за свободу, становясь символом сопротивления. Это история о том, как личная трагедия может стать катализатором для великих перемен, и как один человек может вдохновить целый народ на борьбу за свои права. Уильям Уоллес, которого сыграл Мел Гибсон, харизматичный лидер и отважный воин, который вдохновляет свой народ на борьбу за свободу. Он показан как человек, движимый личной трагедией и глубокой любовью к своей родине, готовый пожертвовать всем ради независимости. Его путь — это путь от простого фермера до национального героя, который не боится бросить вызов могущественной империи. Он является символом непоколебимой воли и стремления к свободе. В главной роли Мел Гибсон, чья игра придает Уоллесу невероятную харизму и эмоциональную глубину. Также в фильме снялись Софи Марсо в роли принцессы Изабеллы, которая оказывается между двух огней, и Патрик Магуэн в роли короля Эдуарда I Длинноногого, могущественного и безжалостного антагониста. Актерский состав прекрасно передает сложные взаимоотношения между персонажами и их внутренние конфликты. Фильм вдохновит на борьбу за свои идеалы, заставит задуматься о цене свободы и о том, что даже в самых безнадежных ситуациях можно найти силы для сопротивления. Вы будете переживать за судьбу Шотландии и ее героев, а также размышлять о вечных вопросах справедливости и тирании. Это история о том, что истинная свобода — это не подарок, а то, за что нужно бороться. Они могут забрать наши жизни, но они никогда не отнимут нашу свободу. От эпических битв за свободу перенесемся к истории о том,
как простой человек может изменить свою судьбу и стать рыцарем, несмотря на свое происхождение. Следующий фильм «История рыцаря» покажет нам, что истинное благородство не зависит от титулов, а от силы духа и веры в себя. В мире, где происхождение определяет судьбу, один человек осмелился переписать правила. Фильм рассказывает историю Уильяма Тэтчера, простого оруженосца, который мечтает стать рыцарем. После смерти своего господина Уильям решает выдать себя за дворянина и участвовать в рыцарских турнирах. С помощью своих друзей он добивается успеха, завоевывает любовь прекрасной леди и бросает вызов системе, доказывая, что истинное благородство не зависит от происхождения. Это история о том, как мечта, упорство и вера в себя могут изменить жизнь и вдохновить других. Ключевой герой Уильям Тэтчер, которого сыграл Хит Леджер, простой парень, который, несмотря на свое низкое происхождение, обладает храбростью, честью и стремлением к справедливости. Он показан как вдохновляющий герой, который преодолевает все препятствия на пути к своей мечте. Его путь — это путь от простого оруженосца до легендарного рыцаря, который доказывает, что титулы не имеют значения, если у тебя есть храброе сердце. В главной роли Хит Леджер, чья харизма и обаяние делают Уильяма незабываемым персонажем. Также в фильме снялись Пол Беттани в роли Чосера, остроумного и эксцентричного писателя, Руфус Сюэлл в роли графа Адемара, главного антагониста, и Шеннин Сосамон в роли Джоселин, прекрасной дамы сердца Уильяма. Актерский состав прекрасно передает динамику отношений между персонажами и их внутренние конфликты. Фильм подарит заряд позитива, вдохновит на осуществление мечты и покажет, что главное — это не происхождение, а сила духа и вера в себя. Вы будете смеяться, переживать и болеть за Уильяма, а также задумаетесь о том, что истинное благородство проявляется в поступках, а не в титулах. Измени свою судьбу, измени мир. От истории о том, как простой человек становится рыцарем, перенесемся к еще одной версии легенды о благородном разбойнике. Следующий фильм «Робин Гуд. Принц воров» покажет нам, как изгнанник возвращается домой, чтобы найти свою родину под пятой тиранией, и становится надеждой для угнетенных. Когда изгнанник возвращается домой, чтобы найти свою родину под пятой тиранией, он становится надеждой для угнетенных. Фильм рассказывает о Робине из Локсли, английском дворянине, который возвращается из крестового похода, чтобы обнаружить, что его отец убит, а земли захвачены шерифом Ноттингема. Вместе со своим другом Мавром, Азимом, Робин уходит в Шервудский лес, где собирает вокруг себя отряд изгоев и начинает борьбу против несправедливости, становясь легендарным Робином Гудом. Это история о том, как человек, потерявший все, находит новую цель в защите своего народа и борьбе за справедливость. Ключевой герой — Робин из Локсли, которого сыграл Кевин Костнер, благородный рыцарь, который, потеряв все, находит новую цель в защите своего народа. Он показан как харизматичный лидер, отважный воин и символ надежды для угнетенных. Его путь — это путь от дворянина до разбойника, который борется за права простых людей. Он является символом непоколебимой воли и стремления к справедливости. В главной роли Кевин Костнер, чья харизма и обаяние делают Робина Гуда незабываемым персонажем. Также в фильме снялись Морган Фриман в роли Азима, мудрого и верного спутника Робина, Мэри Элизабет Мастрантонио в роли Мэрион, сильной и независимой женщины, и Алан Рикман в роли шерифа Ноттингема, чья игра сделала его одним из самых запоминающихся злодеев в истории кино. Актерский состав прекрасно передает динамику отношений между персонажами и их внутренние конфликты. Фильм подарит незабываемое приключение, полное героизма, любви и борьбы за справедливость, а также напомнит о том, что даже в самые темные времена есть место для надежды. Вы будете переживать за героев, смеяться над шутками и наслаждаться захватывающими сценами. Это история о том, что истинная сила не в богатстве или власти, а в способности защищать тех, кто не может защитить себя. Легенда жива, пока есть те, кто верит в справедливость.
Мы с вами совершили увлекательное путешествие по миру средневековых королей и рыцарей, рассмотрев фильмы, которые оставили значительный след в истории кинематографа. От эпических битв за свободу до личных драм и поисков истины, каждый фильм предложил нам свой уникальный взгляд на эту захватывающую эпоху. Мы увидели, как герои боролись за свои идеалы, как они преодолевали трудности и как их поступки меняли мир. Эти фильмы не только развлекают, но и заставляют задуматься о вечных ценностях – чести, мужестве, справедливости и свободе. Надеемся, что наша подборка вдохновила вас на просмотр этих замечательных фильмов или на их пересмотр. Делитесь в комментариях, какой из этих фильмов ваш любимый и почему. А может быть, у вас есть свои фавориты, которые не вошли в наш список? Мы с удовольствием почитаем ваше мнение. Спасибо, что были с нами в этом путешествии. Не забудьте поставить лайк, если вам понравилось это видео, подписаться на канал, чтобы не пропустить новые выпуски, и нажать на колокольчик. До новых встреч в мире кино!